Приветствую вас, дорогие друзья! Это канал Орел без решки. Я нахожусь в Египте, в городе Шарм-эль-Шейх. И в этом ролике с вами мы посмотрим обзор отеля Фарана Риф. Посмотрим, какие здесь номера, какой здесь пляж, как здесь кормят. Подпишись на канал, если еще этого не сделал. Поставь лайк этому видео, напиши комментарий, чтобы алгоритмы YouTube выдвинули его в топ. А мы начинаем. Номера для проживающих находятся вот в таких вот корпусах. Наш номер в таком же корпусе. Мы, кстати, немножко доплатили на ресепшене за то, чтобы нам дали чуть-чуть получше номер. И нам дали номер с видом на море. Море видно с балкона. Это у нас отельный пляж. Время 8 утра. Полно свободных лежаков. Поэтому небольшой лайфхак. Для тех, кто не знает, лучше занимать места до завтрака. Прийти, положить вещи, полотенце и идти кушать. Потом прийти. Потому что если сразу с завтрака сюда прийти, тут уже мест не будет. Надо будет просить найти лежак. И если его найдут, то поставить где-нибудь далеко от места событий. Тут у нас проходят завтраки. Здесь берешь тарелочку и пошел. Масло, сыры, овощи, соленья, яблоко, тыква, грейпфрут, чернослив, йогурт какой-то. Это сладенькие булочки. Сладенькие булочки. А тут у нас каша, макароны, яйца вареные, фасоль. Доброе утро. Доброе. Яйца. Опять булочки. Короче, на завтрак в основном мучные сладкие изделия. Тут вся большая очередь. Все за яйцами пришли. Тут делают яишенку. Тут у нас тоже какие-то печеньки. Сладенькое. Тут такие вот слоечки, прослойки с медом. Два вида меда. Кукурузные хлопья. В другом конце зала еще одна очередь. Тоже что-то вон там. Делают панкейки. Основные очереди туда, где что-то делают горячее. На завтрак это блинчики и яишенка. А напитки берут здесь. Тут есть такой автомат с газировкой, как в Бургер Кинге. Кола, спрайт. Эти три емкости с водой. Это вода, разбавленная с инвайтом. Такие порошки специальные в 90-х годах были. Инвайт, юка, зуппель. 3 кофейных аппарата, бойлер с кипятком, чаи и кулеры с водой. Есть тут особо нечего, если вы, конечно, не любите сладкое. Что касается организации стола, сервировки, тут дает такой вот набор, где вот такая вот одна салфетка. Нет салфеточницы, и этой салфеткой надо вытирать все, и руки, и лицо. Если она закончилась, придется брать еще один набор. Если верить нашей рыбке, температура воды 24 градуса. На самом деле температура здесь круглый год не отпускается ниже 22 градусов. Температура воздуха сейчас как раз 22 градуса. Фактически температура воды равна температуре воздуха в это время года. 11 часов утра, после завтрака, пляж полон людей, свободных лежаков уже нету. Кто приходит в это время, просит персонал найти им свободное место и лежак. На пляже есть только один бар с бесплатным алкоголем, вот он. Здесь всегда большая очередь. Остальные все бары платные. Тут делают массаж, играют в волейбол. У отеля Фарана Риф настолько красивый риф, что сюда приплывают на кораблях из других отелей заниматься сноркингом и дайвингом. Риф здесь практически сразу начинается после захода в море, поэтому без маски здесь плавать невозможно.
Маска здесь нужна хотя бы для навигации, чтобы не разбить себе колено и не пропороть живот во время плавания. Как бы ни критиковали отель и Египет в целом, то, за что его любят, это Красное море и его подводный мир. Отель даже так и называется Фарана Риф, из-за его великолепного рифа, где есть неглубокая часть, где можно поплавать даже детям, и глубокая часть, где уже можно понырять на глубину. У отеля раньше был свой понтон, но сейчас его разобрали, остался только такой вот островок. Этого понтона сейчас реально не хватает, особенно во время отлива воды. Где-то меньше, чем метр от поверхности воды до коралла, то есть там очень маленькое расстояние, чтобы проплыть, не зацепив их на глубину, чтобы посмотреть. А у других отелей все нормально. Есть пирс у того отеля, и у того отеля есть пирс, где можно сразу пройти на глубину и плавать, спокойно смотреть кораллы, рыбок. На территории отеля также находится аутентичное кафе «Фарша», куда приходят из других отелей. За отдельную плату там можно посидеть, попить чай, покушать, покурить кальян. Обеды проходят в этом ресторане. У этого есть свои плюсы, такие как, что, например, можно сразу после пляжа пойти сюда, не заходя в номер, не помывшись. Это очень удобно. А минусы: дует ветер с моря, и еда, которая была горячая, в момент становится холодной. Очередь за макарошками. А второй минус то, что это помещение меньше, чем главный ресторан, а людей столько же, поэтому бывают большие очереди. Тут у нас апельсины, к чаю сладенькое. Так, тут у нас гриль, где можно, кстати, погреться еще. Курица, кстати, уже готовая здесь. На этом гриле ее просто подогревают. Брали наш номер, как раз вовремя можно посмотреть, что он из себя представляет. Такой вот здесь, вместо ручки. Такой вот у нас номер. Начнем с ванной. В ванне достаточно темно. Туалет, мусорка. Что касается воды, когда мы заселялись, не было горячей воды, была вода теплая, но это не то, что надо, не горячая вода. Проблему эту решать сначала не хотели, говорили, подождите 10 минут, 15 минут, пока горячая вода так и не шла, но в итоге пришел мастер, все сделал. Такая вот здесь душевая, очень старая, слабый напор. Вот здесь все, весь напор. Регулировать никак нельзя, и напор воды зависит от того, моется ли в соседних номерах, включена ли вода здесь, в раковине. Такие вот старые шкафчики, есть сейф старый, но есть гардеробная. Номер старый, наверное, с 90-х годов еще. В номере также есть мини-бар. Изначально в нем ничего нету, но сюда можно положить фрукты, напитки, если здесь покупать. Есть старый телевизор, не работает от него, только здесь на самой панели можно переключать каналы. Такой вот балкон. Выходишь на балкон, справа горы, посередине два минарета мечети, слева море. Виды с балкона радуют.
По территории отеля ездят вот такие вот тук-туки, которые упрощают перемещение по территории. Особенно подойдут для маломобильных граждан или для тех, кому лень ходить. На территории отеля также есть вот такое вот кафе «Санторини» для тех, кому надоело кушать в обычной столовке вместе со всеми. В таких условиях можно спокойно здесь посидеть, заказывать по меню. Фишка в том, что здесь обычно заказывают в позднее время, чтобы встречать закат на высоте. Из напитков здесь в основном все пакетированные, чаи пакетированные, поэтому нам сразу посоветовали вот такой вот яблочный сидр. Несмотря на название сидр, это безалкогольный напиток. В ресторане «Санторини», как можно догадаться по названию, имеется греческая кухня, а также сделан упор на морепродукты. Это, например, суп из морепродуктов. Тут мы что видим? Креветочки, кальмарчики, одна вон неочищенная большая креветка. Вкусный суп морской, солить, перчить не надо. Я не знал, что брать, поэтому взял немного греческой кухни, вот такое вот мясо. Мясо называется сувлаки, такой вот шашлык на шпажке, подается с греческим йогуртом, картофелем фри, помидорами и огурцами. Смотрим. Очень мягкое мясо, необычный вкус. Это, кстати, баранина, можно такой же заказать из курицы. Очень необычный вкус, все благодаря йогурту. Ну и такой вот сет. У нас кальмар, мидии, креветочки и белая рыба. Тоже соус. Да, в принципе, это и есть тартары, вот маринованные огурчики, рис и такой вот салат. Помидоры, морковь, чеснок, помидоры хорошие. Вот, в общем, неплохой ресторан для того, чтобы как-то разнообразить здесь пребывание. Это у нас ужин. Из-за того, что только ужин начался, ужин начинается 6:30, все сразу ломанулись, образовались очереди. Поначалу персонал не справляется с очередями. Тут у нас десертики, тут у нас режут дыню, гуаву и апельсины. Тут даже дают суп с лаймом. Такой вот суп, непонятно из чего, из чечевицы, гороха, нарезки, овощи. Стандартная тема в этом углу — это макарошки. Два вида макарон. Они сегодня не макароны. Какая-то крупа с морепродуктами. Здесь дают какое-то мясо. А сегодня это курица. Курица, два вида соуса. Цыпленок такой вот нарезают. Конечно, ждать это все стоять выматывает. И тут дают рыбку. Я не рекомендовал бы этот отель тем, кто любит есть рыбу. С рыбой здесь проблемы. Рыбу дают редко, а если дают, то самую дешевую рыбу. В 21:30 в амфитеатре около клуба «Зодиак» каждый вечер проходит анимация. Но раз в неделю проходит фаер-шоу. Фаер-шоу выходит иногда за пределы сцены. Аниматор ходит по трибунам, машет огнем прямо перед лицом. Делает он это очень уверенно. Не боится, что там есть дети с колясками. Никто за время анимации не пострадал. Выглядит интересно и необычно.
Несмотря на то, что этот отель позиционируется как 4 звезды, это близко не те 4 звезды, которые бывают, например, в Турции. Питание и состояние номеров оставляют желать лучшего. Здесь хороший риф, и если вы хотите смотреть на рыбок, то вам определенно сюда. И то, если будет сильный отлив воды, они здесь случаются часто, вы будете плавать здесь на берегу, потому что здесь нет своего пирса, куда можно пройти сразу, где поглубже. Канал «Орел без решки» — это не только обзор отелей, а также групповые экскурсии и прогулки по городам. Подписывайся на канал, если тебе понравилось это видео.